Друзья, приветствую вас на канале Food Court. И сегодня мы приготовим с вами домашние котлетки, такие, как готовила в детстве моя бабушка. Чтобы приготовить котлеты домашние, нам потребуется 1 килограмм фарша говяжьего, полкилограмма фарша куриного, полкилограмма фарша свиного, 3 луковицы, 250 миллилитров молока, 2 яйца, 200 грамм хлеба мякиша, соль и перец душистый молотый. Начнем мы с того, что замочим белый хлеб в молоке. Корочку хлеба я предварительно отрезал, чтобы получить равномерную мягкую консистенцию. Хлеб я обычно замачиваю на 10-15 минут и разминаю его вилкой, чтобы он превратился в такую однородную пасту. Сейчас необходимо нарезать лук мелко, как можно мельче. Мы его обжарим, и потом он у нас пойдет в фарш. Хлеб уже размяк достаточно, и теперь нам нужно его очень тщательным образом превратить вот в такую пасту. Далее необходимо обжарить лук на растительном масле до такого золотистого румяного цвета. Лук обжаривается, как правило, там 5-7 минут. После приготовления лука ему нужно дать остыть до комнатной температуры. Ну а теперь приступим к составлению фарша для наших котлет. Берем говяжий фарш. Добавляем фарш куриный. И добавляем свиной фарш. Тщательно все перемешиваем. Теперь мы добавим наш белый хлеб с молоком. Добавляем 2 сырых куриных яйца. Затем я добавляю соль. Соль, как правило, я добавляю 1,5% от общего веса фарша и хлеба, который с молоком, который мы добавили в фарш. Черный молотый перец можно добавить по вкусу. Ну и если вы любите чеснок, да, вы можете добавить чеснок или еще какую-то, может быть, специю на ваш вкус. Ну и теперь осталось добавить обжаренный лук, остывший, и тщательно перемешать весь фарш до однородной ровной консистенции. Друзья, вот именно такой состав фарша для котлет, 3 вида мяса, белый хлеб, размоченный в молоке, обжаренный лук дадут тот самый нежный, неповторимый, ароматный, сочный вкус домашних котлет. Вот теперь наш фарш полностью готов. Его можно поставить на час-полтора в холодильник, а потом приступить к формированию котлеток. Для того, чтобы удобнее было формировать котлеты и чтобы фарш не прилипал к рукам, я обычно ставлю рядом
в холодную воду и смачиваю руки. Ну а теперь приступаем к обжарке наших котлет. Для того, чтобы сохранить сочность котлет, разогреваем растительное масло на сковородке и обжариваем с каждой стороны по 2-3 минуты до румяной корочки. Как бы запечатываем котлетки и всю ее сочность внутри. На невысокой температуре доводим наши котлетки до готовности. В общем целом на весь процесс обжарки где-то ушло 10-12 минут. После того, как котлеты обжарены, их необходимо поставить в какую-то кастрюльку или сотейник, чтобы они минут 10, 15, 20 отдохнули и дошли до полной готовности. Пока наши котлетки доходят до готовности, мы приготовим подлив. В разогретом сотейнике необходимо растопить 30-50 грамм сливочного масла, добавить чуть-чуть растительного масла при желании, добавляем 2 полных столовых ложки муки и тщательно размешиваем венчиком, обжаривая муку в масле. Далее необходимо добавить 1 столовую ложку томатной пасты. Также тщательно растираем венчиком. Дальше мы добавляем соус 200-250 мл сливок жирностью там 10-15%. Тщательно все размешиваем. Соус сразу загустевает, мука набухает. Тщательно перемешиваем и получаем такую ровную консистенцию. И добавляем 200-250 мл говяжьего бульона. Говяжий бульон, в принципе, можно заменить обычной водой.
Вот такой ровной консистенции, как густая сметана, получилась наша подливка к котлеткам. Необходимо добавить соль по вкусу. И к этой базовой основе вы можете добавить ваши любимые специи. Я добавил в нашу подливку сухой укроп. Вы можете добавить базилик, вы можете добавить кинзу, вы можете добавить петрушку, все, что вам нравится. Ну вот и все, друзья. Теперь к нашим домашним котлеткам необходимо потолочь картошечку, куда я добавил молока и сливочного масла. Если картошка недостаточно воздушная, пушистая, можно добавить еще чуть-чуть молока. Ну и осталось только подать на стол наши домашние котлетки с подливкой и картофельным пюре. Приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, будет много вкусного.